Усы и борода бесполезны с точки зрения эволюции. Но зачем тогда они мужчинам? Усы и борода, как много в этих словах, и красота, и мужественность, и брутальность, и много еще чего. Можно еще долго про это говорить и придумывать, но с точки зрения эволюции, это абсолютно бесполезные вещи, и сегодня об этом мы и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Вот какими бы это мощными и крутыми атрибутами они не были, но есть много «но». Вы только задумайтесь. Борода и усы не помогают согреться, не защищают от пыли и бактерий, и самое главное, они не способствуют распространению запаха для привлечения полового партнера. Более того, они не растут у половины человеческой популяции, у женщин. Это, конечно, очень здорово, но с точки зрения эволюции, это большой вопрос. Достаточно интересно именно то, как бесполезные с точки зрения биологии волосы на лице стали одним из инструментов конкуренции между настоящими и брутальными мужчинами, а главное, почему мода на лицевые прически меняется в кризисные периоды истории человечества. Вот вопросы так вопросы. Представьте себе, что волосы на лице – это такое семейство, усы и бороды – это роды, а их разнообразные стили – это отдельные виды, которые могут скрещиваться и образовывать гибриды. Например, к примеру, бороду-островок можно вообще назвать аналогом утконоса в семействе волос на лице. С точки зрения биологии, это некоторый нонсенс. Вы вряд ли вообще думаете о таких вещах, если, конечно, вы не паганофил, человек, который любит бороды и их обладателей. Об этом набирающем популярность тренде еще в 2015 году писали некоторые модные журналы. Как мы можем видеть, бороды по-прежнему в моде. Более того, теперь волосы на лице стали своеобразным признаком мужественности и брутальности. А недавно тема усов и бороды поднималась в связи с пандемией коронавируса. Вскоре после начала пандемии СМИ нашли инфографику Центра по контролю и профилактике заболеваний США, демонстрирующую, какие виды усов и бороды можно носить со стандартной маской-респиратором номер 95. На этой инфографике было представлено 36 моделей, 12 бород, 14 усов, 9 усобородных гибридов и чисто выбритый вариант. Но эта схема также указывает на то, о чем мы раньше не задумывались. Волосы на лице – это не очень практично. Так зачем же они нам? Ученые точно не знают, но предполагают, что они отличаются от всех остальных типов волос. Другие типы волос выполняют определенные функции. Брови, к примеру, не позволяют поту попадать в глаза. Мы делали обзор про брови. Посмотрите, там тоже очень интересно. Ресницы выполняют роль ширмы, оберегая глаза от насекомых и пыли. Волосы в области подмышек распространяют феромоны, а также выводят жидкость из организма и снижают трение между рукой и краем груди во время ходьбы. Волосы на теле способствуют терморегуляции. Лобковые волосы также снижают трение и обеспечивают защиту от бактерий. Волосы на голове защищают кожу от палящего солнца и согревают при морозах. Мы, кстати, делали обзор про ненужный хлам в теле человека. Усов и бороды там не было, а просто потому, что рассказ про бороду и усы. Эта информация, как говорят, свежак. Но и тот обзор посмотрите. Полезно будет. Но мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Усы и борода. Вот раньше эволюционные биологи думали, что волосы на лице выполняют защитную и терморегуляторную функции, как волосы на теле и лобке. И это логично. В конце концов, усы и борода растут вокруг рта, куда вместе с едой могут попадать бактерии. Кроме того, лицо – это часть головы, а голова быстро мерзнет, если не покрыта волосами. Этот факт даже доказывать не нужно. Вот только единственным недостатком этой теории было то, что она не учитывала 50% населения – женщин. А женщин, согласитесь, забывать нельзя. Итак, естественный отбор безжалостен, но последователен. Он никогда не наделяет определенной чертой только половину популяции и уж тем более не обходит стороной ту часть, которая ответственна за рождение потомства. Если бы волосы на лице выполняли важную функцию, они бы росли у обоих полов. Было бы ужасно, но справедливо. Так зачем нужна борода? Один из ведущих эволюционных психологов современности Джеффри Миллер из Университета Нью-Мексико объясняет. Две самые важные функции волос на лице у мужчин – это привлечение противоположного пола и отпугивание соперников. То есть волосы на лице посылают один сигнал потенциальным партнершам о зрелости и мужественности, и совершенно другой сигнал потенциальным соперникам о силе и мудрости. Сигнал, посылаемый мужчинам, то есть соперникам, мощнее, чем посылаемый женщинам, то есть партнерам.
Причем независимо от того, нравится ли определенной женщине растительность на лице или нет, густота бороды – это лишь один из факторов привлекательности. Если вы находитесь среди большого количества бородачей, например, на съезде лесорубов, то гладко выбритое лицо будет выглядеть более выгодно, а если вас окружают бритые люди, то лучше быть с бородой. В эволюционной генетике этот аспект называется частотно-зависимым отбором. Если уж совсем проще, преимущества имеют именно те черты, которые редко встречаются в популяции. Например, у рыб-гуппи самцы с необычным пятнистым окрасом чаще спариваются и реже становятся добычей, а значит получают огромное конкурентное преимущество. Однако у такого преимущества есть и обратная сторона медали. Очень скоро появляется огромное количество других особей с той же чертой, и она теряет свою привлекательность. Но у жизни все учтено. В таких случаях, когда определенная черта есть у многих рыб, это приводит к снижению интереса со стороны потенциальных партнеров и повышению интереса со стороны хищников. Подобное чередование распространенности и эксклюзивности подтверждает и доказывает то, что растительность на лице возникла вследствие соперничества, а не для привлекательности. Недостаточно просто быть привлекательным. Нужно также выделяться из толпы. Это объясняет, почему борода и усы то входят в моду, то теряют свою популярность. На протяжении всей истории человечества люди неоднократно отращивали и сбривали волосы на лице в зависимости от того, как с ними поступали их конкуренты и враги. Древние римляне, к примеру, 400 лет брились, потому что греки, их соперники, в эпоху эллинизма считали бороду символом благородства и высокого статуса. Англичане же, которые с 793 по 1066 год жили под постоянной угрозой нашествия викингов, были гладко выбритыми в противовес своим врагам. А во время реформации многие протестанты отращивали бороды в знак протеста против католицизма из-за того, что католические священники сбривали волосы на лице. Правители и другие высокопоставленные лица всегда задавали тренды, связанные с растительностью на лице. Живший во II веке нашей эры римский император Адриан отрастил бороду. Его примеру последовали все представители правящего класса, а также некоторые из его преемников. Или вот еще пример. В средние века Генрих V стал первым английским королем без бороды. Поскольку он был прекрасным монархом, следующие 7 королей пошли по его безбородым стопам. Снова в моду борода вернулась лишь только с женоубийцей Генрихом VIII. Но вкусы меняются. Пример высокопоставленных лиц и соперничества. Все это определяет отношение к растительности на лице. Но ничто не влияет на популярность усов и бороды сильнее, чем настоящий кризис. И этому есть подтверждение. Именно пандемия коронавируса помогла привлечь внимание к инфографике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которая на самом деле была создана несколькими годами ранее и не имела отношения к COVID-19. Газета Daily Mail даже посвятила ей статью под названием «Повышает ли ваша борода риск заразиться коронавирусом?». При всем при этом растительность на лице не первый раз становится предметом обсуждения в разгар эпидемии. В 1916 году в одном из популярных журналов некий врач возложил на усы и бороды вину за распространение почти всех известных в то время болезней. Там было сказано, что невозможно сосчитать количество вредоносных бактерий, которые скрываются в густых зарослях длинных усов. Но вот иногда кризис имеет обратный эффект и приводит к увеличению числа бородачей. Именно в такой период появилась статья о погонофолии, а это, отметим, уже 2015 год, инфографика ЦКЗ, 2017, и еще выросло количество категорий в национальном чемпионате по бороде и усам, с 18 до 47, 2019. Что будет с волосами на лице, когда кризис здравоохранения совпадет с политическим и экономическим кризисом, никто не знает. Но одно можно сказать наверняка, выглядеть это будет забавно. И что же получается в итоге? Зачем же люди отращивают усы и бороду? Поделитесь своими мыслями в комментариях, это очень интересно. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!